Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня я расскажу вам дальше о моем путешествии в Перу, город Лима. А для тех, кто не смотрел мои первые видео о Перу, ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Первое время моего пребывания в Перу я общалась только со своей подругой, и мы немного путешествовали по городу. В городе очень много старинных и красивых зданий и церквей. Есть на что посмотреть. Но лично меня архитектура не очень интересует. Меня больше интересует природа и местное население. Их жизнь, интересы, характеры. Город Лима расположен прямо на берегу Тихого океана. И я думала, что много времени я буду проводить как раз у моря, то есть у океана. И с первых дней моего пребывания в Лиме я хотела попасть на берег. Но подруга мне говорила, это далеко, одной туда идти опасно, до пляжа надо ехать на машине и так далее. Но я не могла понять, ведь океан от их квартиры был примерно в 3 километрах. Это я видела по карте. И я думала пойти одной, чтобы просто посидеть на берегу океана, потрогать воду, подышать морским воздухом. Но мне говорили, потом поедем вместе на машине. Но я все же пошла сама, пешком. Это было в районе Сан-Мигель. Через 20 минут я уже увидела океан вдалеке. Подумала, ура, еще несколько минут, и я уже войду в воду. Но оказалось все не так. Город в этом месте находится немного выше уровня моря. Метров, наверное, на 100, а то и 200. И спуститься к морю именно здесь было невозможно. Чтобы попасть на нижний уровень, нужна лестница. А вблизи такой лестницы не было. Но вдалеке я ее увидела. И хоть до нее идти было далеко, еще несколько километров, я все же пошла. И вот он спуск. Я спустилась и думала, что вот она вода рядом. Но опять нет. Видите, вот такая глубокая канава перед морем. Преодолеть ее было бы очень сложно. И я в нее не решилась лезть. Еще и потому, что только отсюда я поняла, что берег здесь тоже не пологий, и вода еще на несколько метров ниже. Так что потрогать ее здесь я все равно не смогу. Так что, несмотря на все мои усилия дойти до океана, в этот раз у меня ничего не получилось. Нужно ждать, когда мы поедем к океану на машине, туда, где можно войти в воду. Городской пляж, где можно купаться, находится в районе Мирафлорес. Это самый богатый и безопасный район города. И мы туда поехали на автобусе. Поездка была та еще. Про их общественный транспорт я уже рассказывала в моем видео «Жизнь счастливых людей». Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Ехали мы минут 40. Потом еще минут 20 шли по городу до лестницы, ведущей на берег. Дойдя до нее, я поняла, что вниз сегодня я не полезу. Я была уже уставшей, а до берега, и главное потом обратно, очень далеко. Вот так закончилась моя вторая попытка попасть на берег. В следующий раз мы поехали на такси в гости. Уже в другую сторону. Там океан был совсем рядом с их домом. Но одну меня не пустили. Сказали, что район бедный, опасный, и женщинам здесь ходить одной опасно, а особенно туристам со светлыми, как у меня, глазами. В Перу у всех местных жителей темные карие глаза, и мои голубые глаза сразу привлекают внимание. Вот так выглядел берег здесь. Лестницы тоже не было,
прямо здесь, и воду я снова не потрогала. Зато на этом дне рождения я узнала лучше, как живут здесь простые люди, и какие они добрые, милые и веселые. И больше всего меня заинтересовало то, как они умудряются, несмотря ни на что, жить до 100 лет и выглядеть на много лет моложе своего возраста. Вот этой милой женщине 97 лет. Она очень активная и веселая. Это мы на ее дне рождения. И я стала после этого больше наблюдать за людьми в Перу. И к концу своего пребывания я поняла, как им удается жить до 100 и более лет. Я обязательно расскажу об этом в моих следующих видео о Перу. Ну, а к морю я все же попала в следующий раз. Мы тоже поехали на такси, и вот так выглядел берег. И я даже намочила ноги. Вода была не очень холодной, хоть это была и зима. Но, честно говоря, я не думаю, что здесь, на этом берегу, мне захотелось бы купаться летом. Слишком большие и скользкие камни под ногами. Заходить в воду и выходить из нее достаточно опасно. Вот поэтому, вероятно, люди в Лиме очень мало кто купается в океане. Тем более говорят, что вода летом холодная из-за какого-то течения. Зато рыбы здесь много, и многие занимаются рыбалкой. А вот на том маленьком острове, который вы сейчас видите на экране, расположена тюрьма. И говорят, что там у заключенных неплохая жизнь, что они тоже ловят рыбу. А по поводу криминальной обстановки в стране могу сказать, что лично я ничего криминального не увидела, но постоянно слышала такие слова. Не ходи одна, это опасно. Если все же идешь куда-то одна, то не бери с собой телефон, деньги, сумку. Если едешь на машине с открытыми окнами, то не держи в руках телефон и сумку на коленях. Убирай сумку на пол под ноги. Или не открывай окно, а то могут выхватить на перекрестке. Хотя я видела, что люди ездят с открытыми окнами и сидят с телефонами и сумками. И я очень скоро стала ходить одна, даже поздно вечером. И все было нормально. Но это было в районе Сан-Мигель. А это один из лучших районов города. Видела я и другие районы из окна машины. И некоторые выглядели просто ужасно. В них я бы не рискнула ходить одна даже днем. Но в то же время в нормальных районах города я видела заборы с колючей проволокой или вцементированными стеклами от бутылок по верху заборов. На эти заборы страшно смотреть. Мне даже сказали, что у некоторых к проволоке подключен ток. Все дома на первых и часто и на вторых этажах с решетками. В большинстве жилых комплексах есть охрана и ограждение по всему периметру. Но это, конечно, в богатых и средних районах города. А вот небольшие магазинчики в бедных районах вообще работают через решетку. Вот так они выглядят. Решетка есть не только на магазине на улице, но и внутри. Все витрины и касса, все за решеткой. Но это в бедных районах. В районе, где я жила, масса магазинчиков, которые работают до поздней ночи без решеток. И я часто ходила гулять вечерами одна. И все было хорошо. Никто не пытался меня обокрасть. Ну, в общем, то, что я читала об этой стране до моей поездки, что здесь очень опасно, это не совсем так. Если не лезть в бедные и криминальные районы, то вполне спокойно и безопасно. А люди и вообще мне очень понравились. Я думаю, что они самые добрые из всех тех,
кого я видела за свою жизнь. А видела я немало. Более подробно, как я общалась с местным населением, куда ходила, я расскажу вам в своих следующих видео. Смотрите их, будет интересно. А также я расскажу о том, что меня очень удивило в этой стране. И самое главное, о том, как жить долго и счастливо. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока!